Всем привет! Сегодня мы сплетем такой вот сундучок, и я вам покажу, как сделать два в одном. Можно так сказать сразу. Для начала мы покрасили наши трубочки в черный цвет. Справа вы видите рецепт, то, как я крашу. После этого мы высушиваем их полностью и обрабатываем трубочки нашим раствором, который вы можете увидеть, как делать в другом ролике. Посмотрите на канале, там есть мои волшебные трубочки и обработка. Короче говоря, посмотрите в ролике в другом. После того, как мы покрасили, сейчас я вот высушила их, поставила в баночку. Минут 10 они у меня где-то стекают. После этого я уже их укладываю в горизонтальное положение и сушу. Вот они уже у меня подсохли. Теперь будем плести наше квадратное донышко. Как плести квадратное донышко? У меня есть много роликов, так что если тут что-то будет непонятно, можете посмотреть в других роликах. Есть такая вот у меня картонка. Она расчерчена 2 сантиметра на 2 сантиметра. Вы можете расчертить так, как вам нужно. Или есть станок тоже. Есть у меня ролик. Обзор моего станка тоже для прямоугольных донышек. Так, проплетаю я первый ряд и оставляю, чтобы с двух сторон оставались кончики трубочки. Теперь берем вторую рабочую трубочку, оставляю какое-то расстояние, чтобы у нас был захлест трубочек при наращивании. И также проплетаю еще один ряд и оставляю опять кончики, чтобы у нас было с двух сторон по 2 кончика. Подошли к третьему ряду, берем третью трубочку, оставляем небольшой кончик, он все равно потом или обрежется, или спрячется. И проплетаем еще один рядочек ситцевым плетением. После этого мы начнем делать уже завороты. Не забываем также подставить еще по одной трубочке по бокам стоечки, для того, чтобы у нас было 2 трубочки туда-сюда и вперед, вниз и вверх тоже было по 2 трубочки. Теперь мы делаем наши завороты. Осторожно придерживая, можно там, где у нас по 2 стоечки мы положили, можно туда еще добавить шпажку или спицу для твердости крайних трубочек. Но в принципе, что крайние, что средние трубочки гуляют очень хорошо, поэтому просто придерживайтесь вашей расчерченной сетки. Придерживайте, чтобы каждый ряд никуда не уводило в сторону. Крайние трубочки можно слегка отвести в бок, чтобы хорошо развернуть. Здесь нужно просто следить глазками и придерживать трубочки стоечки. Тогда у вас получится ровное донышко. Проплели мы еще пару рядков, оставили нашу трубочку в покое, взяли новую и добавляем с другой стороны. Будет у нас трубочка стоечка, еще одна, которая будет выходить уже по бокам. И теперь мы до верха проплетаем таким же макаром все наши рядочки. После того, как мы проплели нужное расстояние, мы оставляем трубочку с правой стороны. Также добавляем еще одну и проплетаем до конца ряда. И будем добавлять еще одну трубочку для того, чтобы сделать веревочку из 2, или 2 трубочки, чтобы была веревочка из 3. Сейчас я буду плести веревочкой из 2 донышка. А крышку я показывать не буду, но я ее сплету также, только добавлю для веревочки из 3. Везде у нас осталось по 2 трубочки. С каждого угла у нас остается 2 трубочки.
Так, вот, оставили там 2 и там 2. Теперь мы добавляем нашу дополнительную трубочку, как я говорила, и проплетаем веревочку из 2. Первый ряд мы проплетаем, совместно берем эти угловые по 2 и проплетаем их вместе. Второй ряд мы их уже будем разъединять. Поворачиваем плетение как удобно и плетем. Для крышки, я еще раз повторяюсь, я плела здесь веревочкой из 3. Проплели мы один ряд, дошли до угла, и теперь будем наши трубочки соединять, угловые. И появится у нас угловая стоечка из двойных трубочек. Вот так их соединили вместе и проплетаем их вместе. Здесь на углах, если вам нужны четкие углы, значит их оборачиваем по кругу вот этой трубочкой нижней, а потом сверху накладываем. Это также есть у меня мастер-классы по прямоугольным донышкам. Если что-то непонятно, обращаемся туда. Теперь мы поставили нашу форму. У меня это обычная коробка картонная. И будем поднимать наши стоечки. Буду поднимать их веревочкой из 3 своей любимой. Добавляем еще одну трубочку для того, чтобы была веревочка из 3. Рабочие трубочки заводим за стойки. Поднимаем наши стоечки и плетем. Аккуратно поддеваем пальчиком, чтобы стоечки согнулись в нужном месте. Если у вас стоечки очень сухие, значит берем кисточку с теплой водичкой, проходим по вот этому краю, где вы будете загибать, и поднимаем стоечки. На сухую не поднимайте стойки, они у вас треснут. Проплетаем веревочку из 3. Кто не знает, как плести веревочку из 3, из 2, ситец и так далее, обращаемся к плейлисту на моем канале для новичков. Там все популярно рассказано. После того, как я проплету пару рядов веревочки из 3, я буду обрезать вот эти короткие стойки и туда добавлять новые стоечки. Когда вы плетете веревочкой любой из веревочек, узор обязательно нужно закрыть. Закрыть ряд. Берем сначала левую трубочку, заводим через 2 за 3, потом следующую. И последняя трубочка у вас должна зайти за первый стоячок, помеченный чем-то. У меня это веревочка, ниточкой. После того, как вы закрыли ряд, можно плести новый ряд новым узором, любым. Проплетаю еще рядочек веревочкой из 3, после чего перехожу на ситцевое плетение. Закрыла ряд, и вот у меня одна трубочка обрезалась, 2 осталось. Проплетаем ситцевым плетением вдогонку на четных стоечках. На нечетных у вас будет плетение по спирали одной трубочкой. Подошла я к определенной высоте, добавляем еще одну трубочку и плетем веревочку из 3. Проплетаю один ряд веревочки из 3 и перехожу на веревочку из 4. Подходим к окончанию ряда веревочки из 3. Также закрываем обязательно ряд. Никогда не начинайте новый узор, не закончив ряд предыдущего узора. Это можно делать только при ситцевом плетении. Там вы в любом случае подошли и начали плести. А веревочки надо всегда закрывать. Теперь я добавляю еще одну 4-ю трубочку. И буду плести веревочку из 4 прямую.
чтобы сформировать косу. Плетется веревочка из 4 точно так же, как веревочка из 3, и закрывается ряд аналогично. Закрыли ряд веревочки из 4. Так же, как веревочка из 3. Последняя трубочка всегда за помеченный стоячок. Как вы видите, это место слегка поднимается всегда вверх, поэтому его нужно опускать немножко вниз, этот ряд. Слегка придавили, выровняли и плетем дальше. Опускаем правую трубочку под низ, под все трубочки за свободный стоячок. Берем следующую, проделываем ту же работу под низ, под все трубочки. Так у нас формируется обычная коса. Самая простая. Можно взять, добавить туда по 2 трубочки сделать, не 4, а 8 двойные пары, и будет у вас коса шире идти. Это тоже есть у меня на канале. Проплетаем ряд такой косой и будем закрывать ряд. Так, закрываем ряд. Подошли к нашей помеченной стоечке, завели одну трубочку, следующую за нее, а следующую трубочку уже заводим под низ. Первую трубочку мы завели за помеченную стоечку, и там она осталась. Вот она у меня там как раз маленький хвостик остался. Следующую правую трубочку, как вы плетете, так и продолжаете плести. Только заводите уже вот сюда, вот вовнутрь, под одну трубочку. И оставляем там. Следующая трубочка пойдет уже под 2 трубочки. Смотрите, по узору там в принципе видно. Вот сюда вот продеваем вторую трубочку. Следующая, 3-я трубочка пойдет под 3 трубочки. Не 3-я, а 4-я, извините. Вот сюда под 3 трубочки внутрь. Продеваем последнюю трубочку и будем выводить их наружу. Теперь здесь ненужные трубочки можно обрезать, которые вам не надо, или оставить все, которые надо. И продолжать плести. Таким образом мы закрыли ряд. Я буду плести ситцевым плетением сразу, поэтому я обрезаю лишние трубочки. Одна у меня была короткая, там и осталась. Еще одну я обрезала, и будем плести ситец. Плетется он у меня на четных трубочках, стоечках, поэтому 2 трубочки. Проплетаю нужную высоту и проплету потом веревочку из 3. Веревочку из 3, 2 ряда. Короткие стойки я все обрезала, вид изнутри, и получила коробочку. Теперь я сделаю патину. Делаю я вот такая вот у меня металлическая краска, эмаль такая вот металл, но это акриловая краска. Берем какую-то подложку, можно бумажку, поролончик, и протираем нашу патину, делаем, наносим осторожными движениями, ненавязчивыми. Делаем патину. Она очень хорошо смотрится на черных трубочках. Но я думаю, можно и на темный шоколад, на шоколаде там или на чем-то таком. Так делается любая патина, не обязательно медная. Можно любого цвета. И белую патину также наносят, берут краску эмаль акриловую и красят. Это краска на водной основе.
Она продается в строительных магазинах. Можно приобрести. Я нанесла сначала патину, потом буду плести дальше, но хочу показать, какой результат уже получился. Это у нас получилась уже коробочка, которую можно использовать под разные предметы. Можно косметику любую, можно книжки ставить, можно какие-то мелочи ложить. Для мелочей коробочка. Ну, я думаю, что тут уже воображение у вас погуляет. А мы продолжаем дальше. Я решила сделать еще крышку. Для этого я подставляю новые свежие трубочки, стоечки, и буду делать загибку. Но загибку буду делать сразу с бортиком. Покажу вам внутренний бортик. Я до вот этих верхних веревочки из 3, верхние 2 ряда, вот все снизу я отлакировала. Оно у меня все высохло, и получился такой вот твердый коробочек. Он у меня уже не гуляет, поэтому я уже не боюсь, что у меня поведет по форме. Поэтому смотрите, прежде чем вытаскивать из формы, сначала надо или отгрунтовать, или слегка отлакировать, чтобы у вас схватилось само плетение, чтобы было жесткое. Мы плетем разгу, загибаем наши трубочки. Трубочки должны быть хорошо увлажнены. Берем нашу трубочку и оставляем ее внутри. Загибаем. Следующий стоячок загибаем наружу. Все, что наружные, мы загибаем внутрь. Накладываем и внутрь их прячем. Они там остаются. Берем опять наружную трубочку, добавляем еще постепенно стоечки, загибаем туда и укладываем рядом. Это та же разга, только мы вот эти вот пенечки, которые мы обычно обрезаем, мы их просто опускаем внутрь. Трубочки должны быть довольно-таки высокие. У меня это 30 сантиметров. И делала я их из А4. По кругу так мы проплетаем. Получается сразу и загибка, и внутренний бортик у нас будет. Подошли мы к концу ряда. Тут все очень просто. Так же, как обычную разгу, мы заводим трубочки. Даже еще проще будет. Заводим нашу трубочку под стоечку. Следующую мы просто выводим внутрь под стоечку. Первую протянули. Теперь следующую мы тоже также проводим внутрь под стоечку. Вот в это место. Не под низ, а наверх. И оставляем тоже внутри. Последнюю трубочку аналогично мы тоже доводим туда. Выводим. Все наши трубочки оказались внутри. Выравниваем плетение, все подравниваем. Теперь мы будем наши трубочки поднимать наверх. Для этого все очень просто. Мы просто будем загибать одну за одну. Находим вам удобное место, с которого начать. С угла не начинайте, начинайте с ровного. И загибайте одну трубочку за другую. Осторожно придерживайте пальчиками, чтобы они у вас ровненько позагибались. Так мы проделываем по кругу и будем плести дальше.
Закончили мы поднятие наших трубочек. Теперь мы просто-напросто берем сдвоенную трубочку и плетем веревочку из двух на этих трубочках. Слегка вы делаете не на себя плетение, а или ровненько, или чуть-чуть внутрь. Ну, там совсем чисто символически внутрь. Вообще ровненько. Более-менее ровно. Проплетаем веревочкой из 2, 2, 3 ряда. Смотрите, как вам нужно, смотря какая коробочка размером. Если большая, то и 4 можно, и 5. Но там еще будет загибочка, учтите это тоже. Загибка будет обычная. Крышку мы плетем так же, как плели донышко. Также поднимаем веревочкой из 3 трубочки и получаем крышку по той же форме. Все то же самое. И она прекрасно одевается. Но у нас получилась вот такая вот симпатичная коробка. Сундучок. Его можно сделать с фурнитурой. И будет симпатичная штучка. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем творческих успехов. До новых встреч в новых роликах. И не забываем делиться в соцсетях. Это очень важно для моего канала. Спасибо.